Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Меня зовут Саня, мы снимаем вход на сам аппарат, это Xiaomi 12 Pro на улице, специально, чтобы вы увидели, как камера запотеет. Запотевает только основной модуль, притом это происходит по-разному, через 1,5 минуты. Теоретически программно, как и в двенашке, это исправить могут, но мы на это не надеемся, поэтому, зная, что не все хорошо с аппаратом, зная, что здесь последний процессор, последняя оперативка, просто нереальный экран, здесь просто он нереальный, в хорошем смысле, кстати, и в плохом тоже. Обязательно смотрите весь обзор, там будет много примеров съемки, много тестов, все, что только можно, я проведу. Я не верю, что они оптимизируют процессор, я не верю, что у них появятся какие-то такие фишки, за которых можно будет брать. Но брать его будут все равно, потому что, несмотря на то, что съемка ведется с китайской версии смартфона, их скупили там нереальное количество экземпляров и продолжают покупать, несмотря на брак. Я думаю, вы уже увидели дымку, поэтому подписываемся на канал с колоколом, смотрим. Я люблю, как и вы, смартфоны, я люблю новые смартфоны, о них часто рассказываю. Особенно о Xiaomi, к сожалению, сейчас еще о Motorola и Samsung, и помимо всего еще о всяких Huawei. И вряд ли вы его купили или купите, потому что Mi 12 Pro, я даже не буду озвучивать цену, сколько он стоит на Али. Могу сказать одно, я заплатил за таможню 5000. То есть можете примерно прикинуть основную стоимость, либо посмотреть в описании или в прикрепленном комменте. 12 Pro на 256 гигабайт внутренней памяти, на 8 гигабайт, массивная черная коробка, которую очень приятно трясти, потому что я знаю, что с ней ничего не будет. Они уж побеспокоились, чтобы данный девайс дошел до пользователя в целости и сохранности, учитывая его стоимость. Чехол, который кладут даже в Redmi 11S, такого же качества, ничего супер-мега крутого здесь нет, но он хотя бы есть. И телефон. Никаких плюшек здесь не описано. Под эко-кожу. Что мы сразу видим? Очень крутой блок камер, очень мега круто выглядит вот эта платформа металлическая. И сам девайс, он более габаритный, чем Mi 12. Ощущение, как будто OnePlus 9 Pro. OnePlus 10 Pro я, кстати, тоже купил, но мне его еще не выслали. Барабанная дробь, так же, как у Redmi 11 Pro Plus. 120-ваттная зарядка, это значит, смарт будет мега быстро заряжаться, и кабель стандартный с USB-A на Type-C. Что мы имеем дальше? Разумеется, здесь две физические симки можно запихать, разумеется, он из металла. И вот по поводу сборки, я еще буду присматриваться, но мне вот такие зазоры, если честно, между крышкой, собственно, основанием не особо нравятся. Я за это ругал Samsung. Кстати, олеофобка у защитного стекла топ. На 12 сразу же встал Google Play. Я думаю, здесь тоже встанет. На 2 грамма больше, чем у iPhone 13 Pro. Ширина 74 мм, высота 163 мм, толщина, барабанная дробь 10,8 мм. Это с блоком камер без 9,2. Но ощущение есть, что это премиум. Смотрим. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом. А сегодня я расскажу вам о смартфоне, у которого такая же беда с основной камерой, как и у Xiaomi 12, а именно долгожданный новенький Xiaomi 12 Pro. Полетели. На выборе есть 4 варианта расцветки этого чуда. Черный, голубой, зеленый и розовый. Тыльная часть выполнена из эко-кожи, рамки алюминиевые, а передняя часть покрыта стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Напоминаю, это последнее у Гориллы. Взяв мобильник в руки, у меня появилось желание носить его без чехла, так как тактильно он очень приятный. И в руке лежит удобно, несмотря на его габариты. А он побольше двенашки. Дизайн такой же, как у младшей модели этого смартфона, отличие только в материале задней крышки. И на нижней торцевой части разъемы расположили в другом порядке. Вот и все. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C версии 2.0. И согласитесь, это то еще разочарование для многих, для меня точно. У кого Wi-Fi 6 не везде. Далее 2 микрофона, звучание здесь by Harman Kardon и на борту 4 динамика. Dolby Atmos в наличии, разговорный динамик и слот на 2 сим-карты тоже есть. Расширить память с помощью microSD, естественно, нет возможности. Это флагман, вроде бы. И капорт есть, что хорошо, но мини-джека нет, что довольно привычно для флагманов. Защита от влаги не заявлена, хотя салазки прорезиненные. Но то, что ее здесь нет, это 100%. Далее поймете почему. Летим дальше. С лицевой части у нас дизайн
дисплей на 6,73 дюйма AMOLED 2K Quad HD+, с разрешением, внимание, 3200 на 1440 точек. Это, конечно, космос. Дисплей водопад. Плотность пикселей составляет космические 522 ppi, что нереально круто. Пиковая яркость 1500 нит. Вспоминаем топовые самсунговские смарты, но эта яркость вам точно глаза выжгет. Если слишком долго ей пользоваться, опять же, она только на автояркости работает, такая максималка. На борту есть управление жестами, частота обновления экрана 120 Гц, но в отличие от Xiaomi 12, здесь есть на выбор еще и 90 Гц. И, конечно же, 60 Гц плюс автогерцовка. В двенашке 90 Гц не было. Тач здесь на те же 480 Гц, ничего сверхъестественного. Видали и на 600, хотя 6 сотен это тоже маркетинг, только 4 игрушки ими пользуются. DC-диминга в наличии нет, что очень даже странно, так как здесь шим хуже по значениям, чем у Xiaomi 12, и он составляет на 100% яркости 33%, на 50 42, на минималках 37, на нуле 17. В течение непрерывного 1 часа и 30 минут использования дискомфорта лично я никакого не ощутил. Возможно, людям с чувствительными глазами это дело радости не принесет, и если вы собираетесь лететь, допустим, на самолете 11 часов и будете планировать его смотреть часов 6, я уверен, что вы ощутите все прелести шима, если не будете делать значительных перерывов. Автояркость есть и подстраивается под освещение плавно. Под разными углами тон бросает в холодный оттенок. Always on дисплей на борту и полноценный, что неудивительно, для флагмана. Далее мультитач стандарт на 10 пальцев. Разблокировать экран при помощи отпечатка пальца можно, внедренного в экран, и плюс распознавание лица. Сканер отпечатка пальца в этой версии у меня работает без промахов, но не так шустро, как хотелось бы. Вспоминается сразу Pixel 6 Pro, обзор на который вы можете посмотреть в правом верхнем углу. Там тоже не все быстро. Хотя с прошивками, я уверен, допилят. Распознавание лица работает не худшим образом, и каждый раз, когда я смартфон разблокирую с помощью лица, вспоминаю некоторые Samsung, у которых в упор не срабатывает распознавание лица, хотя они топовые, не будем вспоминать какие, правда? Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G. Разумеется, поддержка 5G нас не особо волнует. С техпроцессом 4 нанометра и максимальная тактовая частота составляет у него 3 ГГц. Графический процессор шик, блеск, красота Adreno 730. Интерфейс MIUI 13 на основе 12-го андроида. Прямо из коробки. Напоминаю, у меня на руках китайская версия данного смарта, и предполагаю, что в скором времени будет глобалка. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя, последняя UFS 3.1. Быстрая, на выбор 128 или 256. Все то же самое, что и в двенашке. Из беспроводной связи есть поддержка Wi-Fi 6 версии, разумеется, поддержка 5G сетей, ненужных нам, Bluetooth версии 5.2, что есть хорошо. Бенды 7 так же, как у двенашки на борту, 20-го нет, но сеть он ловит в городе отлично. Вибромоторчик мощный, приятный, топовый, настроить под уровень тактильной отдачи можно. Из навигации на борту GPS GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS и Navolk. GPS-тест на холодную показывает 3 метра в городских условиях среди высоток, что уже является для этого процессора стандартом. По автономности емкость аккумулятора 4600 мАч, PC-марки выдал 5 часов 49 минут, а осталось еще 20%. И тест я проводил, разумеется, при 120 Гц на максимальной яркости. Заряжается Xiaomi 12 Pro от родного адаптера питания на 120 Вт. Космические 120 Вт больше я не встречал, и я думаю, что мы в скором времени их не встретим. За 4 минуты на 12%, за 18 на 65%, и полный цикл зарядки занял всего 30 минут ровно. Без всяких лабораторных условий, а прямо у меня из розетки. Беспроводная зарядка есть с поддержкой до 50 Вт. Странно, если бы ее и не было, правда? На борту также есть поддержка реверсивной зарядки до 10 Вт, поддержка Quick Charge 4.0 и Power Delivery 3.0. В Genshin Impact за 1 час улетело 32% заряда на максимальной яркости при 120 Гц и высоких настройках графики. Яркость не понижалась, но нагрелся смарт знатно. Играть было комфортно, но, к моему удивлению, проскакивали фризы, чего не было на Xiaomi 12. Теперь к тестам. Тротлинг-тест прошел вообще не волшебно, а именно максимально 359 гипсов, в среднем 224 и минимальная 176 гипсов на 100 головках, хотя это слегка лучше, чем в двенашке, не знаю почему. В Geekbench 5 показал в сингл-коре 1142, в мультикоре 3493, в 3D-марке показал Wildlife 8275, Wildlife Extreme 2627, Wildlife Stress Test 9394, Wildlife Extreme Stress Test 2626, Slingshot Extreme и Slingshot на максимуме. Показатели где-то лучше, где-то незначительно, но хуже, чем у младшей модели смартфона. В Antutu выдал первый раз на 40 тысяч меньше, чем на Xiaomi 12, а второй раз на 1000 больше, и это 946 тысяч попугаев. В Storage-тесте показал 70 тысяч, результаты стресс-теста вы видите на экране. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и одной LED-вспышкой. Широкоугольная основная камера с сенсором Sony IMX707 50 мегапикселей, ультраширик на 50 мегапикселей с углом обзора в 115 градусов и портретная камера на 50 мегапикселей. Вообще, если
если так разобраться, тут просто шик наборчик. Запись видео доступна в максимальном разрешении 8К 24 FPS и 4К 60 FPS. У основной камеры оптическая стабилизация на борту, как и цифровая, плюс есть оптическая Zoom X2. Видеозапись ведется без ограничения по времени, фронталка небольших размеров на 32 мегапикселя расположена по центру верхней части экрана, и максимальное разрешение для съемки видео позорные 1080p 60 FPS. Проблемы с запотеванием стекла на основной камере здесь также присутствуют. Я бы назвал этот смартфон сезонным, так сказать, только летним. Хотя вполне возможно, как многие пишут, с прошивкой это дело физически возможно устранить при изменении напряжения на модуле. Понятия не имею, как они это сделают, учитывая отзывы, брак просто повальный, он у всех. Я не знаю, я попереписываюсь с продавцом, я постараюсь здесь в прикрепленном комментарии написать, какие были решения. Возможно, они все доделают. Xiaomi-то. Я на это очень надеюсь. Но напоминаю, Motorola S30 имеет такие же проблемы. Неизвестно, что с камерой будет проходить летом. В принципе, в китайских обзорах ничего по поводу этого не было. Во всяком случае, из тех, что я видел. Короткие примеры вы сейчас увидите. Ну что, начнем с ужасного примера фронталки на 1080p 60 fps. Изменение освещения. Ничего удивительного. iPhone 13 Pro, как снимает фронталка основной, вы можете посмотреть в безумном количестве моих обзоров, включая Доминикану. Вот там фронталка ужасно работала, хотя большинство пишет, что им вроде бы нормально. Так вот, 1080p 60 fps. Все, что может смартфон за очень приличную сумму. И когда он будет глобальный, вряд ли он стоит будет дешевле, и вряд ли в фронталке что-то поменяется. Скорее всего, это определенный новый тренд. В чем новый тренд? В том, чтобы не особо заморачиваться по фронтальной камере из разряда того, что кто захочет, тот будет просто ставить основную на какой-нибудь штатив с какой-нибудь кольцевой лампой, потому что освещения не всегда хватает. И, в общем, кто заморачивается, тот заморочится, кому нужно больше разрешения. А всем остальным сэляви. Они этим задумываться и озадачиваться не планируют. Я не знаю, почему так мало освещения, потому что света, в принципе, вокруг много. Вот сейчас я подошел прямо к лампам, и у меня такое ощущение, что даже 12-й Xiaomi лучше снимал. Хотя, по идее, ну, я думаю, что вы уже загуглили, особой разницы быть и не должно. Вот, к чему это все? К тому, что в целом, и в частности, Xiaomi-то создают одни из лучших камер, по моему мнению. Снимать на них приятно, картинка на них интересная, четкая. Если брать по возможностям, вот эти все топы дороже 30-ки, они настолько близки, что аж зубы сводят. Единственное, что бы я хотел сказать по поводу Xiaomi-тов, из того, что у меня было на руках, они всегда за свои деньги по камере делают топ. Если по поводу всего остального, то есть прошивка или, допустим, то, что происходит с процессором, напоминаю, что я снимаю одной рукой, и подо мной сейчас лед. 2 часа ночи, Мурино, ну все стандартно. Вчера была в 3 часа ночи съемка. Слава всему, что фронтальная камера не потеет здесь. Основную еще мало тестировал, поэтому расскажу в перспективе. Вот так примерно вы сможете себя снимать в наших стандартных условиях обстановки, без пальм и зелени. А летом, когда будет зелень и будет тепло, мы будем мечтать о зиме. Ну, во всяком случае, в Петербурге, когда скупали все вентиляторы летом, о чем большинству не важно и не нужно знать, но все равно было безумно жарко, душно, и все мечтали о холоде. Холод пришел, но такой стандартно серый. И тот же самый великолепный момент истины. То есть здесь сразу же запотевшая основная камера. Я не буду говорить 4К 60 FPS или 8К здесь снимают. Но вы видите, это чисто конструктивный недостаток. То ли при высокой влажности, то ли еще при чем-то. Никак это не допилить. Физически может быть какая-то просто партия бракованная. Но это и 12, и 12 Pro. Сейчас я перейду на ширик. В ширик увидите, что все в порядке. А вот это ширик 4К 60 FPS, это по сути единственное, на что можно снимать на улице, ночью, днем, неважно когда. Почему? Потому что у него нет запотевания линзы. Притом почему-то здесь безумно все темно. Ну, светочувствительность у него не фонтан. Ну ладно. Вот так, только так, если не в дымке, вы сможете снимать
ночью окружающую муринскую действительность Ленинградской области. Снимаю все на одну руку, стаб здесь более-менее, и в целом, ну не то чтобы меня все радует, но как минимум устраивает. Ну что, камера пока жива, и я бы хотел сказать, что вот так в 4К 60 FPS, пока она не запотела, она будет снимать. Все довольно гладенько, красиво, для ночи, просто цвет и блеск, красота. Но опять же помним, что еще раз, в холодных условиях обстановки даже X6, даже диоды, даже неоновые вывески, все в шике. Все хорошо выглядит, исключая того, что все это дело запотевает довольно быстро. Основная камера снимает даже с одной руки при движении довольно быстром и скором хорошо. Но, как вы видите, через 40 секунд, так же как в Xiaomi 12, начинается запотевание и дымка. Welcome. Как говорится, ждем лета, ибо летом будут выгружать глобалку, когда потеплеет, и можно будет продавать. Я шучу, в Китае тепло, поэтому им не важно, у них нет такой влажности. Либо, опять же, мне не повезло с партией. Но я так не думаю. И потестирую ночью двойную камеру, фронтальная, основная. Разумеется, здесь режимов море, можете их переключать так, допустим, так. И пока не запотеет основная камера, мало того, что выглядит все более чем прилично, хотя у фронталки, конечно, все трясется в разы больше, но вы как раз можете оценить, насколько стаб у фронталки хуже, чем у основной камеры. Вот так примерно вы сможете снимать себя, локацию. Вдруг вы будете где-то ходить по красивым местам, а люди, знакомые, захотят увидеть вашу реакцию. Функция неплохая, функция в стоке, доступная на многих смартфонах, но вот дымка доступна не везде. Xiaomi постарались. Я не знаю, как можно было так собрать флагманы. И очередная попытка снять в 4К 60 FPS ночью. Еще раз показываю, как все это отлично работает даже в условиях ограниченной видимости. Да, шумы, да, как-то все не особо дико приятно, но особо неприятно только то, что запотевает стекло. Это X6. Видите, даже неоновые вывески в X6 смартфон пытается вытянуть, и что-то у него да получается. Но, к сожалению, только что-то, и проблема основная заключается в том, что конструкционно он пока не идеален. Если что-то изменится с прошивкой, я вам сообщу, но вы же понимаете, что это как минимум нереально. Вот сейчас я стою на месте, и камера запотевает намного дольше, уже 49 секунд. Никаких особых проблем я не вижу. Буду тестировать, буду рассказывать, как это обойти, но все равно нехорошая ситуация. Два смартфона, и у одного и у второго такие баги. 4К 60 FPS, пока основная камера не запотела. Посмотрим, как будут выглядеть во время снегопада уточки в Муринском парке. Они здесь живут и зимой, и никуда не улетают. Потому что здесь их кормят. И напоминаю, желательно их кормить не только хлебом. У них должен быть разнообразный рацион. Это тем, кому важно, чтобы данные создания не только жирели, но и плодились, размножались и не болели. К чему это все? К тому, что, как вы видите, стаб на две руки работает великолепно, великолепно снимает телефон. Единственное, сейчас, скорее всего, в ближайшее время начнет запотевать камера. Но не факт. Я не знаю, как при данной температуре будет вести себя смартфон, потому что, опять же, я его юзал, получается, только при, наверное, до -5. Уже 50 секунд, и пока дымки я не вижу. Как только она появится, я думаю, вы ее заметите. Ну, вроде бы начинает появляться. Хотя нет, это просто снег. Пробуем автофокус в надежде, что он не слетит до дымки. Раз, два, три. Дымки все еще нет. Целая минута прошла и 13 секунд. Но, скорее всего, со временем она появится. Опять же, не факт, как я вижу. Ну-ка. Нет, все, появилось уже. Раз, два. Супер автофокус, супер съемка и супер ужасная реализация физически
сборки данного аппарата, потому что конденсат в линзе это что-то с чем-то. Я не знаю, если в китайских обзорах это, в русских уже пару человек отмечало. Думаю, что мы покупали примерно на одном и том же ресурсе данные смартфоны, поэтому вот так как-то. Та же локация на Ширик, 4К 60 FPS, все волшебно, ничего не запотело. Идем спокойно, если пробежаться, даже у Ширика со стабилизацией все неплохо. По поводу автофокуса на Ширике сейчас мы проверим, будет ли он хорошо работать или нет, и будет ли работать вообще. На деревяшечке раз, два, какая-то тоже дымка, нет, не дымка, это скорее всего снежинка попала на линзу, ну ничего. В целом, если переходить на X, кстати, а почему-то не запотевшая. Очень странно. Очень странный телефон в плане съемки и в плане сборки. Но советовать его, разумеется, нельзя. Это бред покупать смартфон заранее с браком, получается. Не думаю, что... Теперь я уверен даже, что это не только у меня, потому что Mi 12 у меня в наличии, Mi 12 Pro в наличии. Экран просто бомбический. Просто нереально нравится мне его дизайн. Мне нравится сборка, исключая камеры. Мне нравится мощь. Не нравится автономность, разумеется. Не нравится USB 2.0. И не нравится то, что ценник. Космос. Точнее, не могут Xiaomi делать флагманы. Пусть и не берутся. Пусть там максимум 11T Pro продают. И все. Это X1, если что. Это не Ширик. Вот на Ширик так будет. И немного эмоциональной фронталки. Стандартный 1080p 60 fps. Почему эмоциональный? Потому что так хотелось не танцы с бубном, так хотелось, чтобы все было в смартфоне великолепно. И как только я установил сразу же Play Market, как только я понял, что все работает из коробки, с GPM проблем нет, выглядит обалденно, в руке лежит обалденно, с разрешением прямо бах. Так же, как и с автояркостью, все у меня хорошо. И все хорошо еще и с разрешением экрана, частотой, максимальной яркостью. Все цвет, блеск, красота. Исключая, разумеется, еще раз повторяю, автономности, основной камеры. И есть еще такой немаловажный момент, как сканер отпечатка пальцев. Ни на Mi 12, ни на Mi 12 Pro они у меня идеально не работают. Возможно, дело в прошивке, я на это надеюсь. Звук здесь бомбезный, 4 колонки качают. Конечно, это не какая-нибудь там JBL Flip 5, но уже хорошо, уже лучше, скажем так. Первый телефон с 4 колонками, да? Вот, в целом, видите картинку, видите, что 1080p 60 fps днем. Это неплохо. На большом экране из разряда телевизора на 65 дюймов, мне кажется, будет не цвет, блеск, красота. Но ноутбук до 17 дюймов вполне удовлетворит по качеству картинки. Смотрим. Минусы. Тротлинг-тест прошел вовсе нехорошо. Шим куда хуже, чем у Xiaomi 12. Камеры хоть и выдают красивую картинку, но фейл с запотеванием стекла на данный момент никак не исправить. И вдобавок, качество фронтальной камеры ни в какие ворота. Это же флагман. Либо бы убрали, как в Mi Mix 4, допустим. Как вы помните, фронталка там вообще не видна. И обзор на него тоже, конечно же, есть. По ссылке в правом верхнем углу можете посмотреть. Стоит на данный момент эта радость около $800, плюс-минус 100, как повезет во время распродажи или нет. Ссылка на покупку, как всегда, в описании к видео. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Напоминаю, что это пока китайская версия, будет глобалка, поставлю там ссылку на глобалку. Но вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, и обязательно появятся промики в телеге. Кстати, там есть мои именные промокоды, до начала февраля они работают, периодически Али мне их подкидывает, так что заходите, берите, используйте. Девайсу от меня нет, от фанатов да. Motorola X30 показала себя лучше на этом процессоре, но снова повторяюсь по поводу картинки, у нее не так все радужно. На лайв-канале есть обзор из Доминиканы, который я полностью на нее снимал. Снимал на Huawei P50 Pro второй день, третий день снимал на iPhone 13 Pro и четвертый день я снимал на Pixel 6 Pro. Вы совершенно великолепно можете все это дело сравнить. PolzaNet Live, welcome. И резюмировать я хочу тем, что Smart стоит просто космос. То, что если вы живете где-нибудь в тропиках или на югах, я уверен, что снимать на него проблем никаких не будет. И за свои деньги
ну, он оверпрайснутый. То есть даже давайте забудем вместе про камеры, мы благополучно можем помнить о том, что происходит здесь с процессором. Он нереально круто выглядит, если вы ярый Xiaomi, и вам нужны флагманы от них, вы от них тащитесь, и вам нравится съемка этих аппаратов, а Xiaomi снимает хорошо, то ответ однозначно да. Но вы жить должны не вот здесь. Вы не должны видеть снег. Потому что я верю, что это чисто программная штука. Программно-аппаратная. То есть, проще говоря, я понимаю, как они теоретически могут сделать, чтобы камера не запотевала. Но как это произойдет, неизвестно. И потеряется ли от этого стабилизация. Если вы почитаете, вы поймете, о чем я. Это вопрос. Подписываемся с колоколом, ставим лайк за труды. Добра и удачи вам, дорогие друзья.